Всем привет! В этом видео я расскажу, как я сделал кукольный домик в виде замка для принцесс. Сейчас свет выключен, и вы видите этот домик, который я сделал, с включенным освещением внутри него. Вот спереди у нас есть 4 комнатки, ну и плюс крыша небольшая такая. В каждой из комнаток сделано отдельное освещение. Включаем общий свет. В конце этого видео я покажу вам планы этого замка. Пока что рассказываю, как он сделан. Замок сделан из ДСП ламинированного. То есть красивая такая, покрытая шпоном, так называемая ламинированная ДСП, толщина 1 см. Кроме того, для того, чтобы соединить между собой эти досточки, использовался термоклей из термопистолета. В принципе, все. Ну и после всего, когда все работы были проведены, обычной гуашью покрасили края и покрыли лаком, акриловым лаком. Вот, в принципе, все. Получился вот такой вот замок. То есть всего, как вы увидите потом из плана, нам требуется задняя стенка, 2 боковых стеночки, низ, пол первого этажа, ну вернее потолок, и еще один пол. И плюс вот этот вот маленький кусочек стены наверх. И 2 перегородочки между этажами. Все делается по определенной пропорции. Пропорцию вы увидите на плане. Что касается окон, которые в боковых стеночках, дверей, которые в перегородочках, и здесь маленьких окошечек, это все абсолютно не важно. Вы сами делаете под себя, как вам нравится. Точно так же вы можете сделать здесь одно окно, сделать окно там в виде креста, например, там, вот такое вот расширяющееся. Либо вообще не делать окон, либо даже сделать окна на задней стенке, как вам больше нравится. Так, что касается вот этих вот зубчиков, которые сверху, их тоже на плане вы не увидите, их делаете на свое усмотрение. Здесь приблизительно зубчик 1 см, потом 1,5 см между зубчиками. Вышло вот так. Как вы сделаете, это не важно. Нужно в первую очередь исходить из того материала, с которым вы работаете. То есть, если это толстая фанера, она вам позволит сделать зубчики часто. Если это вот такое крошащееся ДСП, либо тем более, если вы будете использовать ОСБ, например, то там зубчики надо делать более широкими, а прорези между ними, ну, тоже не маленькими, иначе оно все будет у вас выкрашиваться. Вот, в принципе, и все сложности. Так, смотрите освещение. Здесь вот выключатель простенький, кнопочный выключатель, провод и светодиод. В принципе, не сильно ярко, но для того, чтобы подсветить, для того, чтобы было красиво, то, в принципе, мне понравилось. Светодиод, выключатель, провода, все рассчитано на напряжение 3 вольта, питается от батареечки. Каждый выключатель, каждый светодиодик питается от 2 батареек пальчиковых 2А, ну то есть АА батареечки. То есть, соответственно, вам для того, чтобы организовать освещение в одной комнате, вам понадобится 1 светодиод, 1 выключатель, кусок провода длиной приблизительно полметра, двойного провода, конечно, и приемник, блок, батарейный отсек вот такой вот, на 2 батареечки. Для того, чтобы закупить на 4 комнаты освещения детали, я потратил $3 ориентировочно. Ну, естественно, все новое куплено. Плюс батареечки. Почему было принято решение делать на батарейках? Ну, потому что не захотелось светодиодную ленту ставить, которая включается в розетку 220 вольт. Все-таки не хочется в детскую игрушку пускать 220 вольт. Особенно учитывая, что большинство этих светодиодных лент, и тем более
адаптеров, через которые они подключаются, сделаны в Китае. Вот. Здесь вы видите, что просверлены отверстия, через которые заведены провода для освещения. Вот. Сами провода и вот эти батарейные блоки, они закреплены за счет того же самого термоклея. Ну, сзади вышло немножечко не очень красиво, но с задней стороны, как правило, мы не играем. Снизу к домику я не приделывал никаких колесиков, стоечек, посчитал это лишним. Вот так вот оно сделано. Сейчас покажу вам вид сбоку. Вот так смотрится. Вид сзади. Второй бок. Ну и спереди вид. Еще можно вот так вот посмотреть. Так, что мы имеем по размерам? По размерам, ну вот приблизительно, вот видите, ладонь взрослого человека. То есть если вот такой вот медведь, он в принципе помещается здесь сам по себе, тут можно семейство медведей, чтобы жило. Если кто-то маленький, вроде как игрушек из Лего, либо сквинкерсов, они отлично здесь поместятся все вместе. Если вам кажется, что домик невзрачный, то либо он маленький, то рассказываю по поводу размера. Здесь целых 4 комнаты. То есть это может быть 2 жилые комнаты, 1 кухня, 1 гараж, например. Ну, либо еще что-то. Плюс вверху у нас огромнейшая веранда. Здесь вообще можно гулянье устраивать у игрушек. По поводу невзрачности специально сделан домик такой, для того, чтобы ребенок мог сам украсить, сделать ремонт фактически в домике, как в настоящей квартире, и сам украсить по своему усмотрению. То есть на пол, например, будет укладываться линолеум, кусочки, возможно, клеится какая-то цветная бумага, по стенам будут расклеиваться картинки красивые, будет клеиться обои, расставляться будет мебель, будем делать мебель после этого. Мебель, как вариант, можно делать из кусочков того же самого ДСП. Мы можем, например, из этого ДСП вот так вот, соединив тем же самым термоклеем, получить стол, либо кровать, смотря как нам захочется это назвать. Таким же образом можно сделать стульчики, топчанчики всякие, кровати. Вот, например, пожалуйста, кровать. Либо если мы разместим его вот так, то это получится уже какой-то шкафчик, либо холодильник. Не знаю, что угодно может быть. То есть надо проявить фантазию, что-то здесь нарисовать, разукрасить. Вариант, мебель можно делать на основе картона и обшивать потом тканью. Либо еще один интересный вариант, делать мебель из термомозаики. Об этом мы снимем отдельное видео. Так, ну а теперь включаю планы. Пожалуйста, смотрите. Если будут вопросы, задавайте вопросы в комментариях. Спасибо за просмотр.